чтобы все осознали проблему, которую сейчас я сформулирую, ну, давайте поглядим еще раз на эту постановку. Хорошо, а если я 15 заменю на 16, у меня получится то же самое утверждение верным? Ну, на самом деле получится, потому что значок меньше стоит еще и вот здесь тоже. Поэтому даже если я в этом месте умножу на 16, у меня, конечно, получится в точности 2 в 30, но здесь-то все равно стоит значок меньше, поэтому для 16 еще на грани, но все проходит. А для 17? А черт знает, рассуждение не проходит, но может все равно утверждение верно. Знаете, рассуждение для 17 не пройдет. Но кто вам сказал, что утверждение неверно? Может, надо как-то аккуратнее вот это объединение оценить? А черт его знает. Непонятно. Вот это и проблема. Значит, проблема. Но, смотрите, а вот это 30 как-нибудь играло роль в рассуждении? Да, играла. Да, всего было 2 в 30, да? А здесь было 2 в 26. А если я сейчас 40 напишу, а не 30? Что будет? Здесь будет 2 в 40, правильно? А тут будет 2 в 36. И ответ-то тот же самый, правда? То есть на самом деле на ответ, по крайней мере в рамках нашего рассуждения, вот это 30 никак не повлияло. Поднимите руки, кто понимает то, что я сейчас сказал. Круто. Значит, 30 никак не повлияло на ответ. Поэтому мотивирована такая задача. M от n – это минимальное такое s, минимальное натуральное число s, что существует набор m1 и так далее ms, которые обладают тем свойством, что для любого i от единицы до s мощность m-итого равняется n, и не существует, или давайте не существует плохо, давайте для любого все-таки, и для любой раскраски множество m1, объединенное и так далее, объединенное с ms, существует и такое, что m-итое одноцветно. Во! Звучит, конечно, устрашающе. Ну, то есть, смотрите, вот здесь n равно 5. Вот в этой постановке n равно 5. И что нас здесь интересует? Нас интересует минимальное число, которое можно поставить вместо 15 так, чтобы вот это утверждение перестало быть верным. Утверждение верно, это существует раскраска, в которой все ребра, все вот эти множества не одноцветные. А мы хотим, чтобы оно перестало быть верным. Чтобы наоборот, какую раскраску ни возьми, а какое-то множество одноцветное. Вот начиная с какого момента мы перестаем гарантировать наличие нужной нам раскраски? Примерно понятна постановка вопроса? Ну как решать? Вы хотели сразу решить, да? А давайте быстренько обсудим, чему равняется m от двойки. Чему равняется m от двойки? Это очевидно. Это на самом деле задача про графы, которых формально в курсе нет, но я думаю, почти все знают, что такое граф. Чему равняется m от двойки? Что такое двойка? Это мощность каждого такого множества. То есть нас интересует пара элементов. Вот каково минимальное число пар, при которых уже нельзя осуществить раскраску, как вот в этом утверждении? Ну, может, вообще один, а? Один вряд ли, да? Потому что если у нас есть одна пара каких-то чисел, то мы первый элемент покрасим в красный цвет, а второй элемент покрасим в синий цвет, и все будет замечательно. Как ни крути, правда же? А два, если две пары взять, тоже, наверное, все будет в порядке, потому что вот мы взяли две пары,
А как, кстати, могут располагаться взаимно две пары? Правильно, да. Либо вот у нас вот такие две пары, это один случай, а другой случай у нас вот такие две пары. Правильно, могут они пересекаться, могут не пересекаться. Ну, по-моему, очевидно, что в обоих случаях как раз утверждение верно. Потому что здесь мы пишем К, С, К, и все замечательно. Видите, каждая пара не одноцветна. Здесь мы тоже пишем как-нибудь КС, КС, и все замечательно. Хорошо, а если три пары? Ну, смотря как они расположены друг относительно друга, конечно. Но вот если они образуют треугольник, то есть пары вот такие, одна, вторая и третья. Если у нас три вот таких пары, то, как ни крути, вы уже не сможете покрасить эти вершины в красные и синие цвета, так чтобы все пары были не одноцветными. Это же очевидно. Так, внимание, чему равно m от 2? 3. Минимальное количество пар, которые перестают обладать свойством из утверждения, равняется 3. Хорошее упражнение, непростое, может быть со звездочкой, найти m от 3. Я хочу вам сказать, что для произвольного n эта задача близко даже не решена, хотя оценки там есть неплохие. И я думаю, что последнее, чем я позабавлю публику, прежде чем перейду к стандартной части курса, это я скажу самые лучшие известные оценки для величины m от n при n, стремящемся к бесконечности. Значит, известно, что m от n, сейчас будете смеяться, смеяться, потому что, плакать, я не знаю, там такая красивая формула. Значит, m от n не превосходит e помножить на логарифм двойки, поделить на 4. Конечно, не этого оно не превосходит, надо умножить на что-то, зависящее от n. Значит, зависящее от n пишется так. Здесь некоторая функция φ от n, которая стремится к нулю при n, стремящемся к бесконечности. Просто некоторая функция, я сейчас не готов ее выписать. А более содержательная часть это вот n в квадрате на 2, наверное, в степени n. Да, конечно. То есть, по сути, оценка сверху это e логарифм 2 поделить на 4, n квадрат на 2 в степени n, что бы это ни значило. Самая лучшая известная нижняя оценка выглядит так. Это 0,17, наверное, нет, 17 это неправильно. Сейчас, вот так вот. Это корень из двойки помножить на корень из двойки. Нет, 1 на корень из двойки. Виноват. 1 на корень из двойки помножить, куда же писать, помножить. Да, давайте я напишу сюда куда-нибудь. Так, помножить на n, деленное на логарифм n в степени 1/2 и на 2 в степени n. Друзья, вот такими вещами занимаются самые-самые передовые комбинаторщики в мире. Поэтому я все-таки желал вам это продемонстрировать, особенно после того, как вы думали, что все тривиально. Так, начали с какого-то правила сложения. Какая наука есть. Круто. Так, все, давайте вернемся с небес на землю и начнем изучать с вами простые объекты. Простые объекты – это, например, количество сочетаний. И я вынужден вам напомнить соответствующие формулы.